Чувак, что это? Что это за место? Что за фигня? Почему здесь так много людей? Почему тут на кассе так много людей стоит? Что они покупают? Что творится вообще? Где мы вообще? Что это? Японская полиция в одной картинке. 1300 рублей за iPhone, ребятушки. Ребятушки, hello, как говорится. Я здесь иду к вам. Приветствую вас в прекрасной Японии. Город Токио. Так, встанем, чтобы никого не мешать. Сегодня посмотрим с вами, сколько стоят суши, роллы, техника Sharp, Panasonic, ну и всякие другие штуки по мелочи, типа новые айфоны в Японии. Добраться сюда довольно легко. Визы дают, рейсы, пускай с пересадкой, но есть, страна открыта. Так что, как говорится, было бы желание. Apple Store, 200 метров, включаем GoPro, работает. Идем, прогуляемся. Ребятки, пара интересных фактов о городе Токио. Вот Apple Store уже через дорогу, но успеем кое-что рассказать. Площадь 13 452 квадратных километра. Это самый густонаселенный город в мире. Столичный район это 37 миллионов 468. Успеем? Не успеем. Да подождем немножко. Ух, красота. Какое солнце светит сегодня. Так вот, столичный район это 37 миллионов 468 тысяч жителей по состоянию, правда, на 2018 год. Я думаю, ситуация немножко поменялась уже. А население города составляет 13 миллионов 990 тысяч человек. Но на самом деле тут довольно тяжело определить, где вот Токио, а где Йокогама, а где вот следующий город. Потому что как таковых промежутков, как у нас там между Питером и Мурманском, допустим, их просто нет. Город перетекает в город постоянно, поэтому вот это у вас Токио, это уже не Токио, это абсолютно нормально. Так, нам левая сторона нужна. Да неправильно он пошел, левосторонний. Ну вот, опять же, видите, вот есть нюансы. Вроде движение левостороннее, а ходят, не всегда ходят по нужной стороне. Alright, Apple Store. Hello. Красивый магазин, красивый. А, лекция какая-то для детей идет. Бесплатная. Итак, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. 164 800 йен. iPhone 14 119 800 йен. Да, есть налоги, но есть и tax-free. То есть каждый раз, когда вы тут что-то покупаете, вам дают специальный чек, в аэропорту можете пойти и tax-free вернуть. То есть налоги вам вернут. Аксессуарчики всякие. Маки. Мини. Почем мини? 78 800 йен. iPad, смотри, за 49 800. Да это ж недорого. Не хочешь себе взять айпадик? 49 тысяч йен, это что, 25 тысяч рублей? Ну сейчас Xiaomi столько стоит вообще-то. Но это дорого, это дорого. Это мы не повезем отсюда точно. 1 654 000? Это даже в йенах звучит дорого. Пойдем-ка дальше. Смотри, магазин. Это как музей больше. На музей похоже. How much for AirPods? Oh, yeah. Yes. 39 800. Ребятушки, Кирилл на меня ругается. Чего, говорит, мы зашли и тут же вышли. Ничего не показали, ничего не посмотрели. Но вот у нас список магазинов, которые мы должны сегодня посетить, он не помещается в лист А4. Тут столько интересных магазинов, вы не представляете. То есть можно где-то вот 5-10 часовой выпуск сделать легко. Где-то что-то упустим, вы уж не ругайтесь, но сейчас я загуглю следующий магазин, он тут рядом. Там тоже интересно, поверьте, вот каждый магазин, он прям интересный. Так, 55 секунд, ребятушки, рекламная пауза и продолжаем. 55 секунд. Переходим. Ребятушки, шли вообще-то, да, спасибо, что посмотрели, специально ссылка внизу. Мы вообще-то шли в другое место, хотели найти магазин Xiaomi, которых, кстати, официальных в Токио мы не нашли. Нет Xiaomi Store, представляете? Ну вот увидели вот такое. Какая-то распродажа выходного дня. Кирилл, хочешь замок себе в виде рыбы? Я уверен, тут есть какие-нибудь штуки, какая-нибудь машинка, выпущенная с супер редкой серии, там 100 экземпляров, продается за 100 йен. А среди каких-нибудь коллекционеров она стоит там 10 тысяч долларов, вот запросто. Деньги продаются. Да, ребятушки, короче, возвращаясь к Xiaomi. Фирменных магазинов мы не нашли, но тут есть магазины подержанной техники. И когда в гугле вбиваешь Xiaomi, выдает всегда вот эти магазины. Сейчас в него и пойдем. Так, ребятки, поедем на такси. Здесь работают 4 основных приложения. Это Uber, это S-Ride, это Go, а также
Какое четвертое там было? Диди. И есть небольшой нюанс. Видите, вот я открыл Uber, ехать нам 12 минут. Есть обычное такси, желтые машинки, или вот такое вот приезжает. А есть Black Van и также Black. Максимальная стоимость обычного такси, скорее всего, будет максимальной. То есть показывает коридор, но, скорее всего, будет вот эта стоимость. Такая же, как и такси Black. Давайте вызовем пока обычное такси, потом попробуем еще Black вызвать. Едет к нам Toyota Japan Taxi. Это стандартный такой вот японский таксичный автомобиль. Интересно будет посмотреть, как он выглядит. Вообще в Японии, вот я вот только хотел сказать, что в Японии, вот куда ни посмотри, ну особенно если вы здесь первые разы, здесь вот даже вот на этом пятачке вообще непонятно какого, вот где мы находимся, просто вот какое-то рандомное место. Куча всего интересного. Вот будка телефонная стоит. Давненько мы уже не видели будок. Так в этой будке цветок цветет. Сюда зашли веточки прям и не убирают. То есть это вот для красоты оставили. Телефон работает, можно воспользоваться. И есть в этой будке бесплатный Wi-Fi. Вон он стоит. Пойдем. Hello. Yes. Ой, ребята, по красоте. Машина максимально продуманная для, в общем, городского такси. Ровный пол. Можно сумки поставить. Идеально чисто. Это не конкретно фишечка этой машины. Тут везде, в каждом такси, вот эти вот салфеточки. Всегда и везде. Водителя отделяет эта штука. Можно заплатить картой. Сюда кладется денежка. 2 USB, гаджеты позаряжать, телевизор в дороге посмотреть, ручка держаться. Панорамные окна обязательно, чтобы ехать и вот наблюдать пейзажи. Водитель всегда в пиджаке, обычно еще в перчатках. И места очень много. То есть вот для ног вот, куча места. Аригато, thank you so much. Идеально удобный выход из этого автомобиля. Встал и вышел. Насколько мы наездили? 2049 йен, как я и говорил. Это был максимальный тариф. За эти же 2049 йен мы могли поехать на такси Black. В следующий раз проверим. Так, мы тут, ребятки, по картинкам ориентируемся, по вот этим иероглифам. А, так это вот он. Пойдем, пойдем, пойдем. Ребятки, если где искать дешево, это здесь. Мало того, что это Акихабара, центр электроники всея Японии, так это еще и магазин БУ техники. Смотрим. iPhone 12, 64 гига, 55 800. И внизу Tax Out есть вот, это очень важно. Внизу цена 50 720 йен. Это если вы оформите tax-free в аэропорту. А это довольно простая процедура, поэтому будем ориентироваться даже по нижней цене 50 720 йен. Мы же как бы типа приехали в Японию, собираемся потом обратно. Теперь осталось понять, новый это или БУ. Но судя по коробке, это все-таки БУ, наверное. Да, вот, смотри, тоже БУ. 129 800 и 118 по tax-free. Роскошный магазинчик, слушай. SE стоит, смотри, 22 400. Наушники вот продаются 34 980 AirPods Pro. Но это новые, потому что там такая же цена была. Ты хочешь сказать, это БУ? БУ наушники? Только спросим, подойдем. Hello? English? Вы по-русски говорите? Вот мы удачно зашли. А вы? Из Узбекистана. Классно. А как вас зовут? Далек. Очень приятно. Сейчас мы дождемся, да? Тут ведро стоит. За 143 тысячи можно купить. 32 гига памяти, оперативки, 256 SSD. Чехлы по 90 йен на айфоны. Смотрите, 45 рублей чехол. Так, здрасте, надо нам с вами поговорить. Этот человек купил iPhone сейчас, да? Да. А у вас тут все только БУ? БУ есть немного Нового. Но в основном БУ. основном БУ. А вы проверяете их каждый раз? Да. А гарантия есть? Гарантия 1 месяц. 1 месяц. По-русски уже плохонько, да? Да. Давно в Японии? Да, 6 лет. 6 лет? Да. И по-японски уже говорите? Да. Нравится вам? Ну, да. Ну да или да? Есть нюансы, да? Да. Есть моменты. Это все БУ. А как они, это люди приносят или в магазин? Люди приносят, там проверяют. Так. И мы здесь продаем. Нет, а вот если я хочу продать вам, Да. я могу продать в этом магазине вот свой iPhone? Да. И как вы, прям сразу мне кэш дадите? Да, проверяем. Если нет нюансов, да, сразу. А сколько проверяется? Долго? Час или 3 часа. 3 часа? 3 часа или час, я точно не знаю. Окей. Ладно, не отвлекаем. Спасибо большое. Приятно познакомиться. Спасибо. Спасибо.
Люди приносят сюда свою технику, вот, сидят, ждут, отдаете, час проверка, если все окей, получаете кэш вперед, а они уже чистят, что-то меняют и потом здесь продают. Магазин огромный, есть все. О, Xiaomi наконец-то! Первый гаджет Xiaomi, который мы увидели в Японии. Это планшет Xiaomi Pad 6, 6 гигов, 128 памяти, 41 тысяча йен. По tax-free, 45 без. Смотри, в пупырочку заворачивают, тройным слоем телевизор. Redmi Note 9s, 4 гига памяти, 12710. И есть Mi 11 Lite 5G, 6 гигов памяти, 21 637. Чувак, чехол за 45 рублей. Ты купишь? Айфоны. Вот за 7255 есть айфончик 6s, 64 гига, проверенный с гарантией. Пятерочки. $1300 за iPhone, ребятушки. Это iPhone SE 32, ну там примерно, да, то есть я так примерно считаю. Рабочий iPhone, проверенный с гарантией, SIM-free написано, то есть можно с любую сим-карту, 2710 йен. Блин. Ребятушки, интересные. Оу. Так, сейчас было бы интересно. Полицейский автомобиль в Японии. Сзади место для хулиганов. Нет, места для хулиганов нет. Это просто обычный диван. И ребятки, японская полиция в одной картинке. Люстра крутая, конечно. Нафиг интересно эта штука сделана. Что там у нее находится? Так, мы находимся в районе Акихабара. Несколько интересных фактов. Нет, это невозможно. Мы уже даже не помним, куда мы шли, потому что увидели вот такое, и такого здесь полно. Тут каждая дверь, а тут не по несколько этажей в каждом здании. Каждая дверь, это вот зайдешь, и вот что-то вот такое. Security. Прошел мимо. Что здесь происходит? Что творится вообще? Где мы вообще? Что это? Какие-то шарики у них там катаются. Что тут делать надо? Hello. Чувак, что это было? Где мы только что побывали? Hello. Так вот, ребятки, несколько важных слов про район Акихабара. Место это существует с 1890 года, примерно в той же концепции. Это было место, откуда откуда отправляли товары, получали товары. То есть это всегда в каком-то виде был или рынок, или грузовой терминал, то есть что-то связанное с торговлей и товарами. В летнее время здесь раньше были рынки овощные и фруктовые. Потом, естественно, с течением времени, с развитием технологий, это был сначала черный рынок, неофициальный. Это дело быстро легализовали, буквально в течение 10-20 лет. И это стал рынок телевизоров, холодильников, электроники, ну вот всего вот этого вот, значит, всей этой техники. Потом со временем, когда стали... Можно масочку сниму? Хоть на 5 минут. Спасибо большое. Потом со временем, когда стали появляться крупные магазины электроники, Акихабара как место для покупки техники стало терять популярность. Но так как да, так сказать, столетняя история не может пропасть в никуда. Все вот эти здания, вот все вот это огромный район. То есть вот улица туда, вот эта вся улица туда уходит. Вбок все вот эти улицы, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 этажей конкретно в это здание. На каждом этаже каждого из этих зданий что-то происходит. Аниме, манга, электроника, какие-то автоматы, игровые. Тут можно ходить днями, месяцами. Это вот никакой пленки нам не хватит, чтобы все здесь снять и показать, что интересно здесь происходит. Здесь есть секретные места, куда просто так не пускают, какие-то вот подземные, по паролям специально. Люди выстраиваются, вот очереди бывает с утра, и люди на какие-нибудь дропы, не дропы, какие-то специальные ивенты стараются попасть. То есть местная культура, она... Одно вот это здание, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 этажей, там что-то происходит. Блин, это еще какая-то улица, одна из 1000, которые вот здесь есть. Это мужик, что ли? И вот что, вот это вот кто-то покупает, это нужно кому-то?
Почему здесь так много людей? Почему тут на кассе так много людей стоит? Что они покупают? Что? Зачем? Зачем это? Это же игрушки какие-то. Как значки какие-то. Вот Final Fantasy онлайн. Это прям так важно? Это нужно кому-то? Во, Пикачу, смотри. Сколько стоит Пикачу? 3850 йен. 700 рублей, вот 800 вот за это. Почему это под стеклом? Это как-то важно, это дорого стоит? Распродано. Кто вот это выкупил? Зачем? Кому это нужно? Вот эти вот вещи. Зачем люди это собирают? Не, ладно, у всех свои хобби. Но, естественно, мы не хотим никого обидеть. Кто-то дрифтом занимается, кто-то плаванием увлекается, а кто-то вот фигурки собирает. Ну, почему нет? У всех свое хобби. Чувак, что это? Что это за место? Что за фигня? Зачем мы сюда едем? Куда мы идем? Зачем мы сюда зашли? Какие там крики раздаются. Слышь. Что за место? Hello. 後ろで待っててください。 Чё? Почему тут все так странно одеты? 順番前後します。すいません。 Что они там делают? ごめんなさい。 Это законно? Давай-ка обратно. Ну, вроде все легально, все открыто. Что это было? Я так не понял, что там происходит в этом месте. Это 7 этажей какого-то... Ну, там никто не ел. Еды там не было. Серьезно? Я не видел там еды. Я не понял, что там за услуги предоставляют. Так, ребятки, внезапно нашлось iTube Studio какой-то есть. Давай зайдем. Вот еще раз, да, вы понимаете, в каждом здании, на каждом этаже, а этих зданий тут сотни, тут происходит что-то такое, что... Ух ты! Hello? Is this a cafe? カフェ。 Cafe. All right. Thank you. Thank you. Что это было? Зашли над нами, все посмеялись, мы ушли. Куда нам ехать? На улице пока... Тут на первом этаже есть театр. Нифига там очередь. Пойдем пешком. Мы спустились на один этаж одного здания и началось вот такое. Тебе надо что-нибудь? Ты под впечатлением? Не то слово. Мы идем, что называется, в приличный магазин. То есть магазин, где все новое, на гарантии, официальный реселлер. Это магазин Big Camera. Типа нашего M-Video. Если вам нужна техника точно новая, точно с гарантией, вам в Big Camera зайдем, посмотрим парочку цен. Блин, там 7 этажей техники, 7 этажей всего подряд. Ну вот iPhone, кстати, смотри. 14 Pro стоит 128 гигов, 149 800. Тут много нюансов в плане привязки к оператору. Очень многие смартфоны привязаны к операторам, но эти вроде нет. Apple Watch SE 37 800, 40 миллиметров которые. HomePod Mini 14 800. Опа! Asus Sharp Aquos. Вот это интересные аппараты. Смотрите, сколько наушников, сколько в разных видах беспроводных наушников. Здесь, вот там еще витрина. И вот с той стороны. Это вот только беспроводные наушники. Beats by Dr. Dre. 21 800. 10% что-то, может, скидка. Колоночки от Marshall. Вот это классная штука. Вот это роскошная вещь. Marshall William Black and Brass 17 980. Почему здесь во всех магазинах так много людей? В каждом магазине, на каждом этаже куча народа. И не туристов, а именно местных. Ребятки, видеокарты. MSI GeForce 4070 Ti Gaming X Trio 177 тысяч йен. GeForce RTX 4080 16 гигов MSI 227 тысяч. И 22 755, возможно, duty free, ну, в общем, 10%, что может быть или по карте по какой-то местной. Вот есть видяха за 48 тысяч. Zotac 3050. Zotac Gaming.
А вот такого добра здесь вообще навалом. Всякие перемычки, провода, корпуса, есть все. Давайте посмотрим, сколько продукты стоят, это важно. А также, сколько стоит автомобили. Естественно, Toyota, и у нас есть бонус-трек. Тут есть салон с необычными автомобилями. Вот туда сейчас и поедем. И вызовем такси Black, который стоит столько же, сколько обычное такси. Поехали. К нам едет Toyota Wellfire. Это тариф Black, но он стоит ровно столько же, сколько обычное такси, один в один. Ух, какой аппарат, смотри. Вот наше такси. Hello. Реально, кроме шуток, дешевле этого не было ничего. Там дальше только дороже. Но дальше тариф Black Van и приезжает то же самое. Едем в магазин необычных автомобилей. Транспорт соответствующий. Thank you so much. Thank you. Во сколько нам обошлась поездка? 20 минут мы ехали, 3275 йен. Недешево, недешево, но обычное такси, самое простое, которое в Uber вызывается, стоит столько же. Чуть дешевле другие приложения, но всегда где-то есть чуть дешевле, если как бы жить и вникать. Мы ненадолго пользуемся тем, что под рукой. Трафик небольшой, людей мало, потому что, повторимся, воскресенье. В обычные дни тут, конечно, народу побольше, и машин тоже. Магазин сюда. Погоди, нам обратно. Где-то вот тут, за поворотом. Вот тут никакого Bingo Sports нету. Эх, ребятки, жалко. Был там магазин, называется Bingo Sports. Вот такой. У них и сайт тут работает до сих пор, и тачки есть в продаже, но физически магазина нет. Такие там тачки стояли. Красотища. Хотели посмотреть, съехали куда-то. Ищем новый адрес, но вот пока нет информации. Но вот рядом есть магазин мопедов. Буквально через дорогу. О, смотри. Закрыто, правда, сегодня выходной. Мы поедем куда? В салон Toyota, ребятки. Правильно, Япония, Toyota. Посмотрим, сколько стоит здесь Toyota Corolla и Toyota Land Cruiser и Alphard. Тут, кстати, недалеко. Ох, классика, ребятки, красота. Вот еще интересно. Столбы пупырчатые, чтобы рекламу не клеить. Вообще, нелегальной рекламы, типа на столбах аренда, кредиты, вообще ни разу не видели. Нигде. Прокатимся на метро, едем в салон Toyota. Английский. Purchase ticket. Вот, можно выбрать сразу по количеству йен, если вы знаете, сколько стоит ваш билет, а можно по station name. Теперь смотрите, можно купить билетик на двоих. Для этого нужно нажать вот сюда. Combination. Два взрослых. 340 йен. Это в зависимости от расстояния. Бывает вот количество стоимости поездок, если станций много, это короткая ветка. Вот весь экран занимает. Причем вот так вот выдает сразу два. Раз и два. Это ваше. Это наше. Так вот, бывает, когда ветка длинная, там вот количество выбора стоимости весь экран занимает от 160 йен до 1300. То есть есть где-то вот длинная ветка, если до конечной ехать 1300 йен, стоит одна поездка. Одна поездка. Паренек прошел по карточке. Есть абонемент, естественно, они намного дешевле. Мы покупаем разовые поездки. Система такая. Причем можно даже под углом так пинь, бросить. И тут ровненько выскакивает. Пяу. Билетик выбрасывать не надо. Он пригодится на выходе. Вот такой вот талончик. Вот за девушкой с гитарой. Вот сюда встаем. Все четко. Руками не запихивают, а бывает и запихивают руками. А вот такое метро. Приятное. Но очень-очень низкое. Тут у нас постоянно вот такая проблема. Прям постоянно. То так вот, то вот так вот. Ребятки, приехали. Вон туда. Билетик вставляем вот сюда. Автомат его съедает, и мы выходим спокойно. Почти на каждой станции эскалатор, лестница и лифт. Кому как удобней. О, ребятки, заправка. 144, 177, 165. Наверное, дизель, второй и пятый. Самый дорогой бензин, наверное, пятый, ну, восьмой, наверное. Тут вряд ли второй-то есть. Или сотый какой-нибудь. 177 йен стоит литр.
Окей, ребятки, салон Toyota. Находимся, ну, не на окраине, но так уже далековато от центра. Во! Во! А это же не Toyota. Crown. Toyota Crown. А это же новый Prius. Ёшкин! Мы его искали, а вон он стоит. Вот такой Prius. Ну, теперь достойная машина. Можно и брать. Не только дедушке с бабушкой. Навье. Шортс запишем, ребятки, у нас есть канал Шортс, ссылка внизу. Сколько стоят автомобили в Дубае? То, что стоит прямо сейчас перед нами, это самая большая авиамодель в мире. Ну я лег, нормально вроде. Заходим. Toyota Rumi стоит. Смотрите, знаете, сколько стоит? Вот этот вот не Кей-кар, это более-менее какая-то вот полноценная машина. Ребятки, внимание, внимание. 1 900 000. И есть какая-то цена 1 500 000. А вот, это что это? Harrier. This is only, not to sale. Okay. But this is price minimum. Yes? Minimum. Alright. Arigato, thank you. Ребятки, да что расстраиваться? Салон этот смотреть. Машина стоит 4 миллиона йен. Вот это вот, Harrier. А это стоит 1 500 000. Prius тоже стоит, но относительно недорого. Одно расстройство, с этими ценами японскими. Пошел iPhone за 1300 купил и тачку взял за 600 000 рублей. Поехали в магазин продуктовый, гречку посмотрим, есть ли тут гречка. Нас ждет Екатерина, если все сложится. Девушка, которая здесь живет, расскажет нам, что они тут кушают в Японии. Поехали. Итак, ребятки, продуктовый магазин. Самое интересное, есть ли в Японии гречка? Мы ищем Екатерину. А Катя живет в Токио. Вот она. Катя без маски. Как это так? Катя, здрасте. Очень Можно приятно. на ты, да? Да, обязательно. Мы просто весь день ходим в маске. Так, значит, вкратце, Катя, Да. расскажите вот о себе очень коротко. Я Чем тут- занимаетесь? Я тут студент, 7 месяцев уже, да, я отпраздновала 7 месяцев недавно. Учу японский, пытаюсь. Так, на кого учитесь? На Странно. понимателя японского языка. Нет, ну Я учу профессию. именно японский язык, языковая школа, потому что вот это так самый вот. простой способ сюда приехать, ну и пожить здесь какое-то время, да. А работа? Работа пока живу на накопление. Нет, вот сказала наш продюсер, что кондитер. А это я была кондитер, это все Так. в прошлом, это все вообще, здесь? вообще не про меня, это моя прошлая жизнь, а сейчас я, по Ютубу больше, и плюс в будущем хочу быть великим режиссером. Режиссером фильмов? Да. Я работала здесь пекарем, мне очень не понравилось. Почему? Потому что я себе заработала больную спину, я там фигачила багеты по 120 штук в день, Так. такое себе. А зарплата была какая? Минимальная вообще, Ну, ниже плинтуса. примерно. 1050 йен в час. Ты можешь как студент Да. работать не больше 20 часов в неделю, получается в месяц до 100 000 йен. Но на японские цены, например, Да. жилье, оно минимум стоит 50 000, это прям вообще самое дешманское. В рублях? Это шерхаус. Да. Нет, йен. А, 50 йен. 000 йен, да. И это ты живешь с какими-то странными людьми, грязная посуда, там полный хаос. Ну, короче, Понятно. все прелести студенческой жизни. А ты откуда, если не секрет? Москва. С Москвы. Ну, А, Химки, да. окей, Москва. Сосед. Да? Ну, Правда? долгопрудный. О, класс. Это Да. приятно. Так, зайдем в магазин, Да-да. посмотрим, есть ли греча. А я слышала, что, кстати, проблемы с гречей. Потому что в Дему последний месяц я хожу, ищу гречу, ее Куда? нету. Да. Дему супер, это типа дешманский магазин для студентов. Слово дешманский уже 2 раза прозвучало. Да? Итак, зайдем, да, посмотрим. Вот так вот. Во, идеально. Итак, с чего этот студент начинает поход в магазин? Чем питаемся? Я не базовый студент, потому что я пытаюсь питаться более-менее правильно и не только рисом. Так, Обычно я стараюсь миксовать с салатами. так. И дешевый способ жить в Японии – это покупать крупы. Ну, Так. то есть, кроме гречки, я, например, какой-нибудь киноа купила 2 килограмма, ем их уже, наверное, месяцев 5. Понятно. Короче, то, что варится и увеличивается. Ну вот овощи. Вот это вообще, кстати, магазин такой выше среднего, наверное, Выше да? среднего, да, и Приличный. оказывается, здесь очень Типа азбуки дорогие. вкуса. Скорее вкус, не вкусвилл даже. Какой-нибудь эксклюзивный перекресток, я не знаю, Помидорки почем? помидорки. Это вот нормальная цена на помидорки? Это обычные цены, но мне они не нравятся. Вот, главный наш вопрос. Почему? Потому что здесь есть налог, и всегда смотрим на цену, которая внизу. То есть А нафига здесь- тогда вот эта цена написана? А это просто привлекать внимание и обманывать людей.
Не, ну серьезно. Но это реально неприятно, потому что ты Да. реально начинаешь обращать внимание, ну, живя здесь, на вот Да. эти маленькие приписки, и ты... Ну, это удобнее, чем, например, в Америке, когда ты получаешь цену финальную только на кассе. Да, в а здесь Америке- хотя бы тебя предупреждают около того. А ты как-то ты прям цель была в Японию поехать? Почему? Мне очень нравится культура, Так. и мне очень нравился язык. И Ага. хотелось очень погрузиться в эту жизнь. Да? И пожить здесь не как именно турист, а вот подольше. И, короче, вкусить полностью жизнь не как Ага. турист, а именно вот как Проникнуться. человек, который здесь вот существует и ходит просто вот в магазины, а не Да. просто вот как туристам, типа по ресторанам, Ага. по отелям. А сколько тебе лет, если не секрет? 25. То есть ты отучилась на высшее... Я получила диплом в колледже, 5 Ага. лет, 5 На лет кого? потом в институте на кондитера, А на кондитера? которым я больше не планирую быть. Прям вообще вот точно никак. Ну, Не, блин. ну я 10 лет была в этом, ну, училась, работала, Да. и участвовала в конкурсах, и мне это просто перестало... Ну, короче, я сделала все, что я хотела, поэтому я А, не вот вижу, так. что мне там еще можно поделать интересного, чтобы прям еще что-то так делать. Понятно. Ты одна сюда приехала, Да. сама по себе? Да. Молодец. Это что такое? Это мясо. Японцы очень любят. Это даже скорее не такое базовое. Вот это вот прям классика. Когда наши видят вот это мясо, Да. вот эти маленькие ломтики, они говорят, вы что, серьезно? Что Это тут типа он? все. Да. И стоит это дело, да, 1040 йен. Вот эта цена, да? Да. Блин, хитро. Вот это, вот Вообще это, разница в 100 йен, между да. прочим. 1040 йен. Мясо, на самом деле, вот его часто готовят сябу-сябу, то есть это вот такой котел, Да, куда да, да. окунается все это с бульоном. А здесь, кстати, вот цены интересные на мясо. Так. Ого, это что, вагю, что ли, Это какой-то? вагю как раз. Но здесь обычно, это такой лайфхак обычно для студентов, то есть Да. можно прийти вечером, где-то после 8 вечера, Да. и больше скидок будет. То есть Понятно. они наклеят вот эти наклейки. Сколько яички стоит? 218. Это маленькая. А вот, 235. блин, ну да. А Внимание, большая? внимание. Вот. 279. Нормально. Какой да. нам нужен? Какая самая хорошая Это, яичко? кстати, дорогие яички. Обычно стоят по 210. Это вот, типа, вот нормальная цена. Ну, ты знаешь, цены же вот нормальные. В рублях это типа 150-130 рублей. Я То есть уже сейчас... массировала, это дорого. Да как дорого? Ну, то есть в азбуке вкуса, да, в перекрестке, окей. Да. Да. Ну, в пятерочке Нет, даже. когда ты не работаешь, когда Это- ты живешь на накопление, Это понятно, но мы же берем как бы вот и ты привыкаешь обычную к ценам, картину. Нет, ты Да. привыкаешь к ценам Японии, Да. и ты знаешь, что ты можешь за эти деньги найти дешевле. Здесь вот всякие есть интересные заготовки. Что это такое? Это готовая Эй. лапша для рамена. Вот здесь прямо вот она внутри. Ты кушаешь такое? Нет. Можно купить готовую собу. То Это есть что это лапша гречневая. Это живое, что ли? Живое. Что-то оно какое-то тяжелое. А вот люди без маски ходят, это окей? А это иностранцы. Это понятно, Я да. тоже иногда хожу без маски, как бы, извините, но надоело. За 7 Да? месяцев мы в школе сидим в масках, это очень сильно раздражает. А это штраф какой-то предусмотрен, что если без маски? Нет. Ну, Серьезно? вам, скорее всего, просто подойдут и скажут, типа, вы можете, пожалуйста, приодеться? Ну, Так. много людей всегда. А что так много людей? Воскресенье, потому что? Нет, в Японии всегда много людей. Везде. Мы заметили. Мы сегодня были на Акихабаре, это вообще-то было Я нечто. была там в выходные, это просто Вот мы сегодня там самое ходили. дорогое. Здесь Мороженое. очень много интересного мороженого. Что это? Это с красной картошкой. Сладкой. Это мороженое типа? Это мороженое. Да, но С это красной немножко картохой? не- Да, со страстной красной картошкой. Красная картошка. Есть ли что-то, чего в магазинах нет, а тебе вот хочется, ты поэтому... Гречки. Ну вот гречка, да? Хлеба не хватает нормального очень сильно. Это Да. шокупан, вот эта хрень такая вот тостовая. Она, ну, так себе. 350, ну не дешево, кстати. 370. 380 вообще-то. 380, почти. Есть даже такой вот темный тостовый хлеб. О, смотри, но 150. Да. Это что такое? 2 кусочечка. 3 кусочечка. Если ты не уверен, что ты осилишь целый, берешь маленькую. Можем посмотреть, вот здесь суши. Вот, Это интересная наша тема. Смотри, какая Вообще. красота. Вау. Да, это кайф. Слушай, Даже давай с угрем. Давай с собой возьмем. Нам сегодня ехать? Да, кстати, в Шинкансене обязательное правило. Нужно всегда брать с собой бенто. Да, это Окей. прям традиция японская. 1077 вот за это 500 рублей. Блин, это Вот, же... кстати, селедочка. Селедочка. Да. Да, интересно. Что тебе в Японии не нравится? Люди. Что, нормально? Нет, количество людей. А, ну это Количество понятно. людей, потому что ты, когда едешь сюда, ты думаешь, ну да, их много. Но когда ты приезжаешь, ты понимаешь, насколько много, это просто взрывает тебе мозг. Типа в метро в час пик. Ну, мы ездили вот вчера в районе Диснейленда, где было куча детей и родителей. И они все стоят в рядочек. Не, в рядочек, Никто да. не пихается. Но потом происходит вот это вот
интересный момент, когда все начинают запихиваться, Да. и начинается просто полный расколбас и беспредел. Во, смотри, средства гигиены, щетки вот зубные, подгузники. А, вот эти очень Косметика. интересные маски, да. А это маски что? Для лица такие тканевые. Типа как из огурца? 1430. Да, но это, в принципе, дешево, потому что здесь и столько- Это для ухода за лицом. Да. Ну, то есть ты делаешь для увлажнения. Ты накладываешь ее, Да. там, и сидишь с ней там Перед 20 телевизором. Молочко минут. Я миндальное. Миндальное. Почему необычное? Миндальное прям пьешь специально? Ну да, но я не знаю, просто как-то это более полезно, что ли. А окей. Сколько стоит? Оно 500 вот, почти. 500, 484. Ну, Ну, а слушай, на самом та же деле- самая цена, как в России 300 рублей он стоит, вот Да, такой хороший. но вот магазин у меня рядом с домом, такой Да. около обычный, оно стоит где-то в 1,5 раза дешевле. Что за магазин у тебя такой? Надо было туда ехать. Вот, ну еще что, есть, что тебе прям вот не нравится? Ну вот разочаровало, может быть, Мне что-то? не нравится, что сложно находить новые контакты. С японцами сложно завести дружбу, потому что это не как у нас. То есть у нас дружба, это вы постоянно видитесь, переписываетесь. Так, У них дружить это нормально встретиться раз в 3 месяца. Это вот мы дружим. да? Да. А в чем прикол? Ну, Почему так? просто они как бы очень сильно заняты, и они всегда вот в каком-то графике в В своем. ТикТоке. Ну, у них свой график, и у меня Так. даже моя японская подруга, я говорю, когда мы увидимся, она говорит, ну давай можно в январе. Я говорю, ну, В смысле? это было типа вот 3 месяца назад. Так. Я говорю, это сарказм такой? Она такая, не, просто я до этого занята. Потому что я тоже очень занятой человек, я Да. могу это понять, но, короче, вот такие вот японцы просто сложно Странно. поддерживать такой близкий контакт. А как ты юридически здесь осталась? Да, Не я по визе же? по студенческой визе. А, вот официально. Надо палочки брать, да? Да, это можно взять. Не даже выдашь. Ты прям все понимаешь? Да. А быстро выучила? Азы какие-то быстро выучила? Но на самом деле ты довольно быстро привыкаешь вот к этой вот лексике, Да. которая используется в магазинах. Все, повторы туда ставишь. Вот, видишь как? Ну, нормально. Тут еще так жарко вообще. Ну, жарко, это мы вот были в Бангкоке на пересадке, у нас плюс 38. Вот это было жарко, знаешь. Здесь летом тоже, ой-ой-ой. Вот вы мне типа пишете, что 30 градусов сейчас в Москве, сейчас там 32, прям апокалипсис. У нас 32. Это холодно. А вы здесь были летом? Нет, еще не были. Ой, не приезжайте. А что, летом плохо здесь? Почему? Здесь очень сильная влажность, и ты как будто бы варишься на Да. низком огне просто. Я слышала, что многие русские пытаются уезжать летом, потому что это реально очень тяжело физически. И мне Да. прямо, у меня было давление поднималось, хотя у меня с ним в принципе нет проблем. Ого. То есть головные боли какие-то, спать, ты спишь всегда с кондиционером, Ого. потому что, ну, это реально очень большая нагрузка на организм. О, вот так вот. И по ощущениям, то есть по ощущениям это 48, Google так пишет. О, Это офигеть. просто. И ты вот в эту жару идешь под этим зонтиком, ну, чтобы от солнца хотя бы защищаться от прямых лучей. Но это, конечно, очень жесткое мероприятие. Не все так весело и красиво. Да. То есть ты Летом. чем-то должен расплачиваться Ну, понятно. за красоту. Но это очень сложно при всей этой жаре еще ходить на всякие фестивали, мацури так называемые. Фестивали? Да. Потому что большинство фестивалей в Японии, они проходят летом. Да. И это, конечно, боль, потому что ты просто умираешь. И тебе еще в этой толкучке из людей это очень тяжело. Дышать. Значит, у Кати есть свой YouTube-канал. Ты на нем зарабатываешь как-то или это хобби? Я начинаю. Я очень быстро выросла до того, где я сейчас. Так. Поэтому я каждый день фигачу шорты, раз в неделю видео, да. Пока что не зарабатываю особо, но у меня есть буст. Так. Да, ну, короче, Все ссылки дадим. Ну, а ты бы вот через 5 лет, скажем, как себя видишь? В Японии? Работать будешь или где? не в Японии. Почему? Ну, потому что у меня уже есть билет в другую страну В какую, если на не секрет? весну. Так. Ну, у тебя есть вот какое-то видение более-менее оптимальной, не идеальной, а оптимальной страны, где ты бы хотела вот... Это мой Жить и главный работать. вопрос жизни просто. Вот. Потому что мне хочется учить еще какие-то языки. Но как Точно. бы сделать это как хобби, но не как вот вынужденно. Ага. Так бы я Норвегия, конечно. Но учить вот это невозможно просто. Я в поиске, да. Хотелось бы еще пожить в нескольких странах, чтобы как-то понять, куда двигаться. Ну, ты молодец, что прям вот смелость проявила, приехала, как-то устроилась. Я давно и- мечтала об этом, да, поэтому... Может, совет какой-нибудь дашь вот Копить студентам? деньги. Это понятно. Нет, ну вот Ну, наверное, просто искать новое общение, потому что когда ты переезжаешь, очень сложно
эмоционально и очень, ну, тяжело физически, и эмоционально, все новое, и нужно как-то держаться, короче. Да. Поэтому нужно искать общение и не брезговать русским общением, потому что многие, кто приезжает, они не общаются именно с русскими, Так. а это очень сильно помогает и поддерживает тебя, ну, на начальных порах, да и потом тоже может завязаться хорошая дружба, потому что Так. с японцами ее довольно сложно сделать. Поэтому сидеть в каких-то русских чатиках школьников там или в Инстаграме я с многими людьми познакомилась. Поэтому просто искать возможности во всем и везде. Опыт жизни в другой стране, это насколько полезно, насколько оно Это стоит? вообще, это топ какой опыт, и мне кажется, ну, конечно, это огромный стресс, Да. но ты в этом стрессе столькому всему учишься, и, в принципе, это мой первый опыт жизни там одной, то есть не то, что в другой стране, Да. мою жизнь одной. Ты это сам организовываешь, свой быт, то есть тебе никто не поможет. Если ты там заболел, ты идешь, записываешься к врачу, решаешь, у тебя нога не ходит, ты такой, ну ладно, сейчас доковыляем. Ну, то есть у тебя глаз вываливает. Жестко, жестко. Огромное тебе спасибо. Спасибо. Все ссылки внизу. Цены посмотрели, айфон за 1300 рублей сегодня нашли. Сейчас все расскажем. Ребятки, ждем ваши комментарии. Ссылки на Катю внизу. Ух, нам Аригато проехать дальше. гозаимасу. Увидимся. Пока.